Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз, что скрыто, тайна, то, что прояснится, знаки судьбы, то, чего вы пока не видите или пока не знаете, но это случится. Таро прогноз на декаду, на 10 дней с 1 по 10 ноября. Вот давайте узнаем, что происходит за вашей спиной и прояснится с 1 по 10 ноября. А я бы сказала, и не только с 1 по 10. Скорее, это будет история с продолжением, как минимум до конца года. И поэтому есть определенный смысл вернуться к нашему видео чуть позже, поскольку именно 9 ноября, ближе к окончанию первой декады, планета Уран меняет снова знак. Она выходит из вашего знака и возвращается в знак Тельца. И это будет некоторое дежавю. Это для вас возможность что-то переделать, перестроить, переначить, да, по вашему желанию. И это будет связано с прояснением некоторых жизненных ситуаций. И мы будем, скорее всего, к чему-то адаптироваться и организовывать наш новый уже порядок. И пусть это будет более длительная дистанция, но квинтэссенция какой-то проблемы, вопроса или ваших желаний достигает кульминации с 1 по 10 ноября. Давайте с вами узнаем. И первые 3 карты мы достанем как 3 знака судьбы. Как то, что скрыто, то, чего вы пока не видите, пока не знаете, именно пока. А это, тем не менее, случится. К чему быть готовым? Вот давайте с вами проясним. Я искренне надеюсь, хоть наш расклад и общий, и, конечно, хоть и близнецы, объединяет вас, мои дорогие, общий знак зодиака, задача у каждого своей. Первый знак судьбы. Что вы не видите, а это случится. Чего вы не знаете, а это все-таки произойдет. Такие подсказки в виде знаков судьбы нам дают карты. И продолжим. Вот то тайное, если мы говорили, что станет явным, или тайное, что прояснится. Чего это будет касаться с 1 по 10 ноября? Что уйдет или завершится, или вы завершите сами. Может быть, и откажетесь сами. А что нового придет взамен? Ага, ну ладно. 2 карты как-то так достало, значит, пусть так оно и будет. Кто или что спешит в вашу жизнь или на ваш порог, кто знает. И мы продолжим по основным сферам жизни. Чего ждать в любви, в личной жизни? Чего ждать в финансовой сфере? И чего ждать в документах, в работе, в согласованиях, важные встречи, у кого-то личное дело, бизнес, ну, разного рода дела. Итак, первая карта у нас первый знак судьбы. Ух ты! А тут какая-то, как информация, буквально вместе с человеком, кстати, может прийти на ваш порог. Или, мои дорогие, вас куда-то могут вызвать. Вот будьте внимательны. Может быть, это вы и сами слышите какую-то новость, и вот так вот спешно куда-то собираетесь и очень торопитесь. Здесь придется, видимо, оставить какую-то рутину, куда-то собраться, и либо поехать, либо, может быть, и недалеко поехать, а какие-то согласования проводить, но уделять чему-то вниманию, потому что по рыцарю мечей это всегда некоторая неожиданность есть, когда мы, ну, как график жизни нашей меняем. Конечно, по этой карте есть такое значение, пусть не в этой колоде, бунтарь без причины. Значит, это как знак судьбы, вы можете столкнуться с человеком, который будет с вами либо спорить, либо, ну, иногда, если мы говорим бунтарь, человек преследует свои цели, и он не видит прежних договоренностей, например, каких-то, да, или прежних отношений, даже вот канвы какой-то добрый. То есть для вас это может быть неожиданно, но поэтому мы делаем с вами расклад, кто предупрежден, тот вооружен. Это можете быть вы сами, кстати, повторюсь, потому что по этой карте со знаком плюс мы ищем правду, истину, и мы ее находим. А что это такое, чего вы не видите? О, да вы сами маги и волшебники. Карта мага – это то, что вам нужно быть, понятно, реалистом. Ну, вы, наверное, реалисты, мои дорогие близнецы. Но вам придется словно какой-то узкий фарватер искать и с кем-то договариваться. Вы можете столкнуться с таким манипулятором. Я уже где-то косвенно об этом намекнула, говоря про бунтаря без причины. Вы можете, правда, столкнуться с таким человеком. Вот, кстати, будьте внимательны за рулем, хочется сказать. Не превышайте скорость. Потому что тут наши какие-то, ну, не совсем правильные действия
могут как противостояние вызвать. Такое иногда проигрывается. И поэтому, если уж случился какой-то конфуз или казус, будьте готовы договариваться. Может быть, это будет какая-то персона, которая действует в рамках полномочий своих. Вот иногда такое тоже проигрывается по рыцарю мечей, увы. Но в вашей власти с этим человеком договориться. Ну, кто не ошибается? Все мы ошибаемся. Ну, а потом героически, может быть, из какого-то дела мы как будто выкарабкиваемся или выкручиваемся. Вот выкручиваемся. Вот очень хорошо, кстати, по этой карте совпадает. Вот вам, видимо, где-то так, ну, придется, может быть, из какой-то скользкой ситуации выйти. Кстати, ведь это вы можете остаться довольными, понимаете? Да и поэтому, несмотря какой сложности дело, вопрос, но как-то вы сумеете либо обойти, либо договориться. Давайте вторую карту откроем. Второй знак судьбы, чего вы не видите. А тут сама по себе стабилизация, консерватизм. Король Пентаклей – это великий консерватор, у которого, ну, так, с вдохновением не очень. У него зато все хорошо с деньгами, у него со стабильностью хорошо. Это тот, который обладает определенным статусом, сферой влияния, безусловно, финансами. Может быть, для кого-то из вас вопросы по поводу финансов, банков, согласования финансового порядка. Может быть, это вопросы иногда проходят нашей семьи, вопросы пары, благополучия семьи или пары, где вы будете проживать. То есть вот все то, что откуда приходят к нам деньги или каким образом мы зарабатываем деньги, вот такие вопросы, такие фундаментальные, но и одновременно то, что касается нашего ближайшего окружения. Вот какие-то такие моменты. Сама карта, кстати, не предусматривает каких-то неожиданностей. Да ну, давайте достанем еще одну карту. Это что за знак судьбы? А вот смотрите, для вас пусть вот этот вот рыцарь мечей нам где-то метаморфозу, ну, по крайней мере, предлагает просчитать или быть к ней готовым. А тем не менее, посмотрите, у вас какой-то красивый путь или красивая траектория на долгий период времени по аркану звезда, лет на 10, на 20. Но, может быть, это вы будете, ну, не лет 10-20, но вы можете продумывать на далекий срок свои перспективы, но как минимум какая-то ситуация может заставить вас задуматься на пару-тройку лет вперед, так это точно. По крайней мере, вот пока Уран ведь вернется в ваш знак зодиака. Это произойдет после 26 апреля 26 года, а до этого периода, с 9 ноября, буквально начинается некоторый коридор возможностей, когда нужно для себя любимого или любимой сделать что-то по максимуму. И может быть как раз вот на эти, грубо говоря, полгода вам нужно быть вот в этих энергиях. То есть это, по сути дела, цель, мечта, намерение, звезда. Это то, что мы себе поставили как ориентир. И то, к чему мы движемся. Король Пентаклей не рискует собой, поэтому не рискуйте собой. Но где-то договариваться, контактировать с какими-то, может быть, и странными даже людьми или разными людьми. Есть и конфликтующие, может быть, стороны, но это в нашей жизни мы не отменим. Я думаю, многие согласятся. Или это те люди, которые, ну, буквально, может быть, как при исполнении своих каких-то обязанностей. Иногда проходят люди, я тоже говорила, которые, ну, вот преднастроены. Почему? А может быть, это человек, который занимает определенную должность, и он вот и вынужден именно действовать в рамках полномочий. Может быть, официальные какие-то лица. Но рыцарь – это не такая крупная карта. То есть это не то, что мы не можем изменить. Или, как, знаете, по закону последний какой-то пункт. Нет, здесь есть всегда маневр. Но к этому маневру нужно подойти искренне, откровенно, ну, начать, наверное, с искренности с самим собой. Куда мы идем? С кем мы идем? Зачем мы чем-то занимаемся? Это время задавать себе самому вопросы. Вот, видимо, с 1 по 10 вот у вас такая какая-то траектория будет. Третий знак судьбы. Жонглер вообще-то нам. Манипулятор показан. Договариваться придется. От того, как ты договоришься, таким будет и качество жизни. Явно есть здесь взаимодействие и продолжение. Можно сразу сказать, то, что нам знакомо, в том или ином контексте мы будем продолжать. Карта дает совет, если как знак судьбы. Придется вам, мои дорогие,
в некоторых вопросах словно сидеть на двух стульях. Или так быстро пересаживаться с одного на другой. Ну, есть, тем не менее, тема, которая может быть в этот короткий период времени, что такое 10 дней, да ни о чем. Но, видимо, не все еще пока расставлены, как все точки над «и», поэтому от того, как вы быстро сумеете, может быть, и так вот изменить свое мнение, если видите, что перспектива, она где-то лежит в другой плоскости, нежели в той, где или как вы себе это задумывали в начале. Ну, себя где-то корректировать. Кстати, эта карта говорит: будь легким на подъем. Пробуй все новое. Потому что через пробу, как проба пера, или пробуя какую-то свою идею, или, может быть, в зависимости от обстановки, где вы окажетесь, вам и придется вот так вот манипулировать, сидеть одновременно на двух стульях. Не время выносить вердикты, себе задавать вопросы и быть собою откровенным. Вот такие знаки судьбы, потому что это не просто вот две мелкие карты, правда, вот так, если по большому счету. А вот это что-то более конкретное, значимое, тем более 2 старших аркана. Маг, да еще и звезда на продолжительный период времени. Ну, тут, знаете, может быть без права на ошибку. Ну, чтобы ошибки не было, максимально не выносить вердиктов. Резко «да», резко «нет» не говорить. А если есть возможность, ну, вам-то определиться все равно придется, понимаете? Но если это вы уже определились, а ситуация движется в каком-то другом направлении, значит, вам нужно ее как-то повернуть в свою сторону. И вот для этого вам потребуется, ну вот быть, может быть, магом, жонглером где-то, какие-то важные беседы, диалоги, уговорить кого-то или изложить свою мысль так, чтобы вас правильно поняли. Вот я такое допускаю. Ну и, конечно, по этой карте, когда мы, знаете, пробуем какие-то новые ресурсы, примеряем на себя, именно примеряем, через опыт к нам приходит важная практика. Вот такой знак судьбы. Ладно, так что же там тайное прояснится по части вашей личной жизни? А может быть, это конкретный человек, который ваш супруг, например. Но мы по полу карту не рассматриваем. Может быть, это и человек в целом, кстати, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, или там имеет асцендент, и неважно, кто он будет, мужчина, девушка, женщина. Может быть, это вам придется договариваться в своей семье с кем-то, может быть, договоры с родственниками или с каким-то человеком, лицом. А может быть, это по поводу конкретного человека вы что-то узнаете тайное. А что это вообще такое? О. Вот смотрите, у вас могли быть, опять же, по полу карту не рассматриваем, да, давайте договариваемся. Король чаш– это тут всегда, ну, смотрите, как две сферы жизни. Личная, любовная и материальная, деньги, финансы. Вот по одной из этих сфер вы можете одержать какую-то победу. Может быть, эти вот договоренности будут как раз и исходить из ваших личных интересов и какого-то финансового момента или финансовой составляющей, или посредством денег, или интерес денежный, у кого что. Или это может быть личная жизнь, вам тоже тут нужно что-то согласовать, а я бы сказала уравновесить. И король чаш– это единственный персонаж в колоде, который не смешивает эмоции и материализм. И поэтому будет все по максимуму хорошо. Если мы не добавим эмоций в те рациональные вопросы, а это по вашей части вы так умеете классно делать, мои дорогие, но все-таки ваш знак зодиака это стихия воздуха, а воздух это у нас мечи, это у нас интеллект. И именно интеллект дает правильно как-то так оценить обстановку и переиграть. Вот у вас есть вот этот вот момент, когда козыри в ваших руках. Пусть их немного, пусть он даже один, мои дорогие. Но его достаточно, чтобы у вас была победа. Тут ведь нам о чем? Тайное, что прояснится, это конкретная какая-то победа. Это может быть и ваша, вот именно победа, если вы правильно с кем-то, может быть, согласуете некоторые вехи, от чего вы останетесь довольны. Вехи я имею в виду, может быть, даже давние вопросы, мои дорогие. Или какая-то тема, все же у нас период такой, который не совсем тут что-то новое, вот правда.
Тут, как я уже говорила, какое-то дежавю или то, что нам уже знакомо. Пусть это знакомо, мы когда-то прежде решали, пытались, потом, может быть, махнули на это рукой, или что-то не получилось, мы просто оставили, как есть, да и все. А здесь вот тоже может нам возвращать как раз пространство, планетарные транзиты, некоторые вопросы. Одним словом, давайте подытожим, что тайное прояснится. Вот какая-то победа у вас может быть по той ситуации, которая прежде была запутанная. Или вы можете получить как минимум какую-то ясность с большими плюсами с учетом вот этих карт, причем на далекую перспективу. Или в чем вы будете участвовать вот на долгий период времени. Вы тут тоже проясните. Ну, явно вы чем-то останетесь довольны. То есть была ситуация такова, что могло бы быть как-то хуже или могло бы быть больше минусов, а плюсов тут у вас окажется больше. Вы можете сейчас где-то и сомневаться, а тут вот при правильном взаимодействии, все то, что я сказала, как раз на победителя можете рассчитывать и вы. Что уйдет, что завершится или что завершите вы сами. Десятка пентаклей. Может быть, это какой-то денежный проект, ведь это карта пентаклей, когда, ой, вернее, десятки пентаклей, и это как итог своего рода. Поэтому вы можете получить какую-то сумму крупную, мои дорогие. Ну, может быть, это у кого-то конкретно иногда карта говорит. Вопросы семьи, вопросы, опять же, пары. У кого какие задачи просто тут на кону. У кого-то это дом, конкретно стены, жилье. Прояснится что-то с жильем, у кого-то с ремонтом, у кого-то с переездом. Тут, кстати, у кого-то переезд или поездка может намечаться в этот период очень далеко. Или встреча с каким-то важным человеком. Тогда это я тут вижу. У вас просто почему тут завершается? Тут, скорее всего, вы достигаете какого-то пика согласования, решаете этот вопрос, чтобы он вас больше не беспокоил. Вот именно так. Опять же, эта карта очень благополучная. Она не говорит о том, что у нас что-то завершается. Но, может быть, как стабильность какая-то, да? Она может так вот тут завершиться. Ну, это имеется в виду какая стабильность? Мир будет меняться, мои дорогие. Нам самим придется перестраиваться. И Уран, входя в ваш знак зодиака, это ведь Уран– планета инноваций, причем таких революционно неожиданных. И системы какие-то могут меняться, и системы взаиморасчетов, кстати, могут меняться. И вы понимаете, и сейчас многие страны готовятся к цифровизации. Неважно, откуда вы меня смотрят люди из разных стран. И во многих странах это как раз тема, ну, одна из тем, которая номер раз. И, может быть, вам что-то придется изучать и перестроить, да, себя тоже. Что-то тут связано с деньгами, собственным благополучием, семьей, местом пребывания или личной жизнью в каком-то новом ключе. Но если вы ждете какую-то сумму или уже какая-то была назначена сделка, тогда эта карта будет говорить о том, что она состоится, и вы поставите в этом деле точку. Давайте вот что интересно. Что придет взамен? Кто или что спешит на ваш порог? Можно заканчивать наш прогноз. Карта Солнца раньше всегда говорили: все, конец гаданию, иди, дорогой, у тебя все будет хорошо. Ну, понятно, что это не безоблачно, нам придется где-то вот быть в этих энергиях, я уже не повторяюсь. Для вас это будет важно, мои дорогие близнецы. Тут и до конца года, я бы сказала, это где-то траектория на долгий период времени. И, кстати, то, что произошло 7 июля и до 9 ноября. Отмотайте киноленту своей судьбы назад. Чем вам приходилось заниматься чаще всего или больше всего? С кем вы контактировали? Что вы захотели вернуть? От чего вы захотели отказаться? Скорее всего, эта тема может быть продолжена за последующие 7 лет, когда с 27 апреля 26 года Уран вернется на 7 лет в ваш знак. И здесь вот нам перезагрузка. Любая тройка– карта будущего. Да, мы здесь и учим, и изучаем, получаем сертификаты или осваиваем, например, новую профессию. Это не обязательно, что вы сядете буквально за парту и в университете будете грызть гранит науки, может быть, кто-то навыками, скиллами, да, то профессию получает за несколько месяцев и себе организует дополнительный доход, кстати. Вот такое может быть. А для кого-то из вас, смотрите, работа на дому. Здесь может быть пересмотрен, что идет.
график работы. Я вот об этом не сказала. График работы, когда, это для кого-то может значить, когда деньги из нескольких источников. Может быть, есть основной какой-то источник и есть, к примеру, работа на дому. Или какой-то пассивный доход. Вот у кого-то проиграется и так. Что-то вы тут будете реструктурировать, перестраивать, видоизменять с прицелом на будущее. Вот все то, что я говорила. И вот смотрите, у вас два аркана. Если по аркану звезда, мы говорим лет 10-20, а по карте Солнца я всегда говорю месяцев 6-8. Вот, видимо, малыми победами, может быть, и мелкими шагами вы идете в это будущее, и поэтому для вас важно все. Как и период с 1 по 10 ноября, это правда может быть какой-то квинтэссенцией в том плане, что, как знаете, кумулируются силы или кумулируют силы какую-то проблему или вопрос, который вам предстоит заниматься и, может быть, для себя самого или самой определиться, куда же я иду. Вот действительно время задавать себе вопросы, потому что две карты выбора правильного направления, как и на 6-8 месяцев, это вот пока Уран будет находиться в Тельце. И лет 10-20 это на такую очень далекую перспективу. Но самое главное, карта будущего и карта Солнца. Вас что-то будет радовать. Что нового? Явно есть какая-то новая или тема интереса, или сам по себе какой-то интерес. То, что вы хотите осуществить. Реализация, безусловно. Единственное, иногда по карте Солнца всегда проходит наше эго. А нам сказали уже, что гибче придется быть, но мне так кажется, что ваш знак зодиака это не будет большой проблемой. Какие-то возможности пытаются войти в вашу жизнь, и поэтому, мои дорогие, вы должны быть как и счастливы, так и благополучны во всех сферах жизни, включая и личную жизнь, и финансы, но и победителем, может быть, в каких-то своих собственных достижениях, согласованиях. Вот давайте узнаем, чего ждать в личной сфере и любви, дружба, мои дорогие. Все зависит от вас самих. Что вы хотите? Хотите любовь? Пожалуйста. Хотите продолжать дружбу? Пожалуйста. Вы сами можете возвращать кого-то. Вас могут пытаться вернуть. Но вам как будто это будет интересно. Вы вообще, мои дорогие, будете настроены достаточно дружелюбно. Именно в этой колоде шестерка чаш не только карта ностальгия, а карта продолжения. Продолжение отношений с людьми, кому мы доверяем и кто доверяет нам. С теми, кого мы любим и кто любит нас. Вот какие-то правильные приоритеты вы будете расставлять в личной жизни. Очень благополучная карта. И поэтому, кому нужно помириться, что-то согласовать, договориться. Зеленый свет. Чего ждать в сфере финансов? Хотя нам уже сказали, что деньги есть, деньги будут, но как-то тут правильно это нужно распределить. Ваша карта, мои дорогие. Даже если меня смотрят девочки, ну это вам, значит, придется быть в финансовых вопросах более так рационально, с критическим мышлением. Мыслить как мужчина, да? Полностью отказаться от эмоций и не давать никому себя, как бы вас именно перевести на эмоции, чтобы либо замечтаться, либо наоборот тут что-то, знаете, начать доказывать как и плюс, так и минус, когда чересчур. Это нам не во благо. Может быть, для кого-то из вас действительно необходимо согласование с банками. Иногда у вас тем более 2 короля, 3 короля. Вот я бы даже сказала, мои дорогие близнецы, когда 2 короля и больше, а у нас уже их 3, то тогда карты говорят о том, что вам как будто не избежать каких-то согласований, документации или оформления соглашений, договоров, контрактов. У кого-то брачные могут быть контракты, у кого-то контракты по работе, у кого-то из вас может быть судебная тема, и может быть медиаторство вы можете достигнуть вот здесь. Вот есть все равно какие-то тонкие такие ходы, когда вы можете сделать или свести все именно к тому, как вы это хотите. Но рационализм, холодное мышление или критическое вот это мышление вам помогает правильно оценить свои желания без эмоций и ту обстановку, которая есть. Вам именно нужно соединить, что сейчас на день сегодняшний мне может помогать
время задавать себе вопросы, чем я сейчас могу воспользоваться на 6-8 месяцев, а на более долгий срок. Вот, может быть, задавая вот эти два вопроса, исходя из вот этих, я бы сказала, основных карт, для вас и складывается какой-то красивый узор на будущее. Видимо, и я ведь должна сказать, мои дорогие близнецы, карта мага в большинстве колод – это ваша карта. Пусть в этой колоде вообще нет ни изображений, как бы знаков по планетам, а чаще у нас бывает в левом верхнем углу Юпитер, а в правом верхнем углу близнецы. Поэтому стоит близнецам только чего-то захотеть. А маг – это великий практик. Это не про магию, это не про волшебство. Это магия, которая в силу желаний и вот таких рациональных выводов и последующих действий приводит в силу или приводит в действие какие-то невидимые силы, которые соединяют то, о чем мы думали. А раз мы думали, это где-то существует. Вот нам осталось только соединить, и у вас это получается. Это на финансы. Давайте посмотрим, что же ждать: работа, согласование, если мы говорим, или подписание документов. Туз жезлов – это может быть чего ждать. Правда, может быть информация, может быть и неожиданная, где-то перекликаться. Последняя карта может с первой. Или как гонец, я говорила, или новость, или вы куда-то. То есть есть тема, когда, ну, придется быстро поворачиваться, скажем так. Или когда вы услышите какую-то новость, и вам придется этим тоже заниматься. Это как подсказка своего рода, может быть. И нельзя терять времени. Может быть, вам придется адаптироваться или что-то адаптировать, изучать как бы по-новому. Но все равно, вот если выпала карта Солнца, она вверху, то туз жезлов часто делит нашу жизнь на период до и после. Вы можете это просто ощущать. И это будет касаться ваших достижений, ваших честолюбивых планов. Но планы, видимо, придется корректировать. Вы знаете, вам это не будет тяжело сделать. Я бы сказала, тут у вас есть возможность, как сбросить груз прошлого, того, что не нужно. То, что мы говорим, как чемодан без ручки, да, тянем мы и тянем. А зачем, сами не знаем. Но вот, видимо, время задавать вопросы. А зачем мне это нужно? И зачем я тяну этот чемодан или словно мешок с камнями за спиной? А дай-ка я его брошу и пойду налегке. У вас все получится. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. А я благодарю за ваши искренние комментарии и за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.